Приветствую вас, коллеги, на канале Веселый инженер. Я отдал тяжелому машиностроению 20 лет своей жизни. И сегодня мы поговорим о сердце любого завода, о человеке, на котором держится вся эта колоссальная махина. Кто такой мастер производственного участка? Обыватели думают, что это просто хмурый мужик в каске, который громко раздает указания. Как же они ошибаются? Мастер — это дирижер стального оркестра, где вместо скрипок ревущие станки. Это стратег, жесткий переговорщик и инженер в одном флаконе. Именно он превращает бездушный металл и фантазии руководства в реальный продукт. Но знаете ли вы, в чем заключается его истинная скрытая суперспособность, без которой производство рухнет буквально за сутки? Кстати, если ты уже работаешь мастером, напусти, у меня есть отличное видео, как мастеру выжить первый год работы с только практическими рекомендациями. По ссылке в первом закрепленном комментарии ты можешь забрать это видео. Суперспособность мастера кроется в его чудовищной многозадачности. Время мастеров от станка, которые выезжали только на голом опыте, ушло безвозвратно. Сегодняшний руководитель участка — это высококвалифицированный специалист с инженерным мышлением. Высшее техническое образование стало билетом на эту должность. Он читает сложные чертежи, понимает допуски и посадки, разбирается в логистике и экономике. Он формирует бригады, планирует загрузку мощностей и оформляет сложнейшую документацию. Это человек, который должен одинаково хорошо понимать и язык сопромата, и язык трудового кодекса. Мастер — это нервный узел завода, принимающий 1000 сигналов в минуту. Но как вы думаете, что происходит с человеком, когда на него одновременно давят амбициозные планы руководства и суровые реалии своей рабочей бригады? Позиция мастера уникальна. Это классическая ситуация между молотом и наковальней. Сверху на вас давит начальство, им нужен план, снижение издержек, стопроцентное качество, и все это уже нужно вчера. Снизу рабочие. Живые люди с их проблемами, усталостью, сломанным инструментом и жаждой справедливой заработной платы. Для руководства мастер — это инструмент исполнения, для бригады он щит и адвокат перед начальством. Найти этот баланс, не предать своих мужиков, но и не завалить график отгрузки — это искусство, которому не учат ни в одном MBA. Вы балансируете на лезвии ножа каждый день. Но что помогает мастеру не сойти с ума и держать эту махину под абсолютным контролем? Секрет в непрерывной эволюции. Профессия мутировала. Если в эпоху первых пятилеток мастер был старшим товарищем, показывающим, как правильно держать резец, то сегодня это системный администратор производственных циклов. Мы шагнули в 4-ю промышленную революцию. Должностные инструкции разрослись до размеров энциклопедии. Сегодня мастер координирует потоки данных, внедряя инновации и оптимизируя пространство. От него требуют знания бережливого производства, английского языка в некоторых случаях, для чтения мануалов к импортному оборудованию и навыков кризисного управления. Это уже не просто работа руками, это работа головой на космических скоростях. Но несмотря на весь этот киберпанк, есть один базовый элемент, который определяет профессионализм. Угадайте, какой навык важнее знания устройства станка с ЧПУ? Ответ тут прост: умение управлять людьми. В нашем деле техническая грамотность, так называемый hard skill, это лишь 50% успеха. Да, вы обязаны знать, почему ломается фреза или почему сплав не держит там определенные режимы обработки, но остальные 50% это чистая психология и коммуникация. Soft skill. Мастер вытачивает деталь своими руками. Он делает это чужими. А чтобы заставить человека работать качественно без брака, с душой, нужен определенный авторитет. Не власть, прописанная в приказе, а именно жесткий, честный, заслуженный потом и кровью авторитет. Вы должны понимать мотивы токаря, проблемы слесаря и настроение сварщика. Но как именно мастер трансформирует этот авторитет в сухие безжалостные цифры выполнения плана? Все начинается уже с оперативного управления. План — это религия завода. Мастер берет мертвую бумагу сменного задания и вдыхает в нее жизнь. Он расставляет людей по рабочим местам так, чтобы обеспечить идеальную ритмичность.
Если станок простаивает из-за того, что вовремя не подвезли заготовку или сломался резец, это не личный провал мастера. Логистика на участке, своевременная подача технической документации, оперативное устранение сбоев с помощью ремонтника – все это висит на его шее. Мастер обязан предвидеть узкие места задолго до того, как они станут причиной остановки конвейера. Он видит цех как единый живой организм. Но что случается, когда гонка за количеством сталкивается с безжалостным контролем качества? Здесь-то и начинается самая жесткая проверка на прочность. Качество – это персональная зона ответственности мастера. Контроль технологической дисциплины должен быть тотальным. Если рабочий отступил от чертежа, изменил режим резания ради скорости, мастер обязан его заметить и пресечь на корню. Бракованная деталь, ушедшая на сборку, может стоить заводу миллионы. Мы не просто ловим брак, мы обязаны анализировать его причины и менять процесс так, чтобы дефект не повторился никогда. Мастер – это финальный фильтр, стена между халтурой и идеальным продуктом. Но выстраивая этот идеальный процесс, мы сталкиваемся с экономикой. Как вы думаете, где на самом деле завод теряет больше всего денег каждый день? Завод теряет деньги в мелочах. Мастер – это коммерсант на своей микротерритории. Он считает все. Расход фонда оплаты труда, затраты электроэнергии, износ инструмента, перерасход металла. Каждая минута простоя – это сгоревшие рубли. Внедрение новых норм выработки, тарификация работ, присвоение разрядов – это мощные экономические рычаги в руках грамотного управленца. Мастер оформляет наряды и закрывает часы. От его четкости и зоркости зависит рентабельность всего участка. Он обязан выдавить максимум эффективности из изменяющегося железа и людей. Но чтобы сделать это без насилия над коллективом, нам пришлось перенять философию у наших японских коллег. Знаете, о каком грозном оружии я говорю? Да, я говорю о бережливом производстве, о системе так называемой 5S. Сортировка, соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандартизация и совершенствование. Звучит скучно. Поверьте, это революция. Цель этой системы – создать условия, при которых рабочий делает свою работу без лишних движений и ошибок. Каждая гайка, каждый калибр имеет свое маркированное место. Мы убираем их из цеха и делаем так, чтобы не было на местах ничего лишнего, что годами порой копится, так сказать, на всякий случай. Чистота позволяет мгновенно заметить лужу масла под станком и предотвратить аварию. Стандарты визуализируются так, чтобы даже новичок не смог ошибиться. Но знаете, в какое чудовищное сопротивление вызывает эта система у бывалых рабочих? Внедрение 5S – это настоящая война с менталитетом. Фраза «я и так знаю, где у меня что лежит» или оправдание бардака творческим процессом – это то, с чем сталкивается мастер ежедневно. Сломать 40-летнюю привычку токаря прятать сломанные резцы в тумбочку – задача для гения психологии. Мастер здесь выступает лидером изменений. Нельзя штрафовать за беспорядок на старте. Нужно убеждать, доказывать личным примером, показывать, что порядок реально экономит силы самого рабочего. Вы берете красный ярлык, вешаете на хлам и методично день за днем формируете новую культуру. А для этого мастер должен быть виртуозом в чтении человеческих душ. Как именно он подбирает ключ к людям? Психология на заводе сурова, но справедлива. Мастер должен уметь читать людей так же легко, как читает ГОСТы или чертежи. Одному нужна жесткая постановка задачи с контролем по минуте, другому свобода действий и доверие, чтобы он выдал шедевр. Мастер обязан практиковать активное слушание, публично хвалить за победы и очень приватно разносить за ошибки. Эмпатия здесь не признак слабости, а инструмент удержания кадров. Если вы знаете, что у лучшего сварщика болеет ребенок, вы найдете способ пойти ему навстречу с графиком, и он отработает это со сторицей. Но как быть, когда в одной бригаде сталкиваются люди с абсолютно разными картинами мира? Так называемый сплав поколений. Вот настоящий пороховой заряд современного цеха. С одной стороны ветераны, мужики старой закалки, которые чувствуют станок спинным мозгом, но впадают в ступор от цифровых планшетов. С
С другой молодежь, выпускники колледжей, индивидуалисты, которые требуют четких инструкций, комфорта, а не готовы работать за идею. Мастер обязан стать мостом над этой пропастью. Молодым нужен наставник, свобода и понятные перспективы. Старикам уважение к их колоссальному опыту, искусство мастера в этом случае. Поручить им общую задачу так, чтобы дед передал молодому пацану и помог ему разобраться с ЧПУ. Но если идеологии так разнятся, чем мотивировать их всех одинаково эффективно? Голая зарплата давно перестала быть единственным двигателем. Да, мастер имеет право лишить премии или выбить надбавку, но если вы будете опираться только на страх штрафов, коллектив превратится в стадо исполнителей, которые просто отбывают свое время. Истинная мотивация – это чувство сопричастности, уважение к мастерству рабочего и грамотное делегирование. Когда вы даете толковому специалисту право самому выбрать метод решения проблемы, у него вырастают крылья. Вы растите из них профессионалов, отправляете на повышение квалификации. Но там, где есть амбиции и тяжелый труд, неизбежно вспыхивает пламя. Как мастер справляется с огнем человеческих конфликтов? Производство – это постоянный стресс и шум, усталость и жесткие дедлайны. Конфликты здесь вспыхивают как порох от искры. Зарубились смежники, не поделили инструмент, кто-то перекинул свою вину на товарища. Если мастер пустит это на самотек, завтра план рухнет из-за саботажа. Мы обязаны чувствовать малейшее напряжение в воздухе и гасить его на корню. Спокойствие, холодная объективность, никаких любимчиков. Мы выводим спорщиков на чистую воду, возвращаем разговоры с плоскости эмоций в русло сухих фактов и чертежей. Но есть одна сфера, где компромиссы и долгие разговоры смертельно опасны. Знаете, где мастер превращается в безжалостного диктатора? Это сфера безопасности, жизнедеятельности и охраны труда. Коллеги, эти правила написаны не чернилами, они написаны кровью оторванных пальцев и сломанных судеб. Здесь мастер не имеет права быть добрым. Контроль за средствами индивидуальной защиты, проверка блокировок, ежедневные инструктажи – это рутина, от которой зависят жизни. Если рабочий снял защитный кожух ради скорости, мастер обязан остановить станок, даже если из-за этого сорвется план всего завода. Потому что цена этой ошибки несоизмерима ни с какими премиями. Если вы думаете, что максимум, чем рискует мастер, закрыв на это глаза, это выговор, позвольте мне открыть вам страшную правду. Готовы услышать реальную цену халатности? Цена этой халатности – тюрьма. Закон неумолим. За нарушение требований охраны труда предусмотрена не только административная ответственность в виде больших штрафов, но и существует статья 143 Уголовного кодекса РФ. Если по недосмотру руководитель участка рабочий получает тяжкий вред здоровью или гибнет, мастеру грозит до 5 лет лишения свободы. Мастер – это гарант безопасности. Вы отвечаете за то, чтобы каждый ваш человек вечером вернулся домой к семье живым и здоровым. Это чудовищный груз ответственности. Как же тогда выжить под этим дамокловым мечом и не сойти с ума от постоянного страха? Выжить можно только одним способом – переходом от формальных подписей в журналах к истинной культуре безопасности. Вы встраиваете безопасность в сам технологический процесс, искореняете саму возможность совершить опасное действие. Вы внедряете систему блокировки, жесточайше следите за освещением и вентиляцией. Ваша задача довести безопасность до уровня мышечной памяти у каждого сотрудника. Когда бригада понимает, что вы требуете каску не ради галочки инспектора, а ради их собственной жизни, они начинают следить друг за другом сами. Но как контролировать все это физически, если у вас огромный цех? Здесь на помощь приходит будущее, которое уже наступило. Догадываетесь, что я имею в виду? Это цифровая трансформация индустрии 4.0. Она дала мастеру новое оружие. Бумажные журналы уходят в прошлое. Сегодня мы управляем производством через МСЕ и ERP-системы прямо с планшета на участке. Мастер в реальном времени видит статус каждого станка, телеметрию вибраций, отклонения в режимах. Цифровые двойники оборудования позволяют симулировать процесс до того, как первая стружка упадет на пол. Программное обеспечение забирает на себя до третьей рутинной отчетности, высвобождая вам время для работы с людьми, технологиями и безопасностью.
Владение 1С цифровыми интерфейсами стало базовыми требованиями. Но если мастер так крут, куда ведет его карьерный путь? Каков предел этой профессии? Скажу вам так. У этой должности нет потолка. Должность мастера производственного участка – это самый мощный правильный трамплин в промышленной иерархии. Пройдя эту мясорубку, научившись управлять железом, экономикой и сложными суровыми людьми, вы становитесь неуязвимым. Типичный путь – старший мастер, начальник смены, начальник цеха и директор по производству. Именно из мастеров, прошедших школу цехового пола, вырастают лучшие топ-менеджеры заводов. Потому что они знают цену каждой гайки и каждой капли пота. Они мыслят категориями реальности, а не красивыми презентациями. Но есть ли что-то большее, чем просто карьера и власть в этой профессии? Больше этого само признание. Быть мастером на заводе – это не просто запись в трудовой книжке, это образ мышления. Это гордость за то, что именно благодаря твоей воле, твоему уму и твоим нервам кусок руды превращается в турбину ледокола или двигатель самолета. Это высочайшая технологическая и социальная миссия. Да, это тяжелый, выматывающий труд, где человеческий фактор решает все. Но когда в конце концов, в конце смены ты идешь по гудящему цеху и видишь плоды своей работы, ты понимаешь, ты и есть тот самый стальной стержень, на котором держится вся индустрия. Ну что, почувствовали жар мартеновских печей? Готовы вы однажды взять на себя управление этой невероятной мощью? Тогда вперед! Встретимся в цеху. Всем добра. Пока-пока.